Добрый вечер. Всем привет из солнечной Норвегии. Сегодня мы поговорим о семи самых важных, самых полезных значениях королев придворных арканов Таро. Королевы в картах Таро часто представляют собой зрелость, мастерство, почти полное овладение качествами своей масти, своей стихии. Но они не просто действуют, они являются воплощением своей стихии. В них мы видим влиятельных женщин или аспект личности, связанный с женской энергией, это интуиция, забота, креативность, стабильность. Нередко это совет, очень часто это мудрость, поддержка. Королевы предлагают руководство и понимание в любой ситуации. Среди придворных арканов Таро королева — это осознанное использование силы и влияния. Ну и коротко, для тех, кто первый раз на этом канале, меня зовут Пан Роман. Я интересуюсь картами Таро уже 25 лет. 14 лет из них я практикую как консультирующий таролог, и последние 5 лет профессионально преподаю в своей школе Таро. Добро пожаловать на канал. Этот эфир — часть большого плейлиста «7 значений Таро», и если вам эта тема интересна, вы хотите продолжения подобных видео, ставьте лайк, дайте мне знать в комментариях, какие еще темы вам интересны, и мы будем их разбирать. Сегодня у нас вот те самые 7 значений Таро. Сегодня мы с вами продолжаем разбор придворных арканов и поговорим сначала про королеву Пентаклей и продолжим со всеми остальными королевами. Королева Пентаклей, как правило, символизирует практичность, как, в принципе, и все персонажи этой стихии, этой масти. Она проявляет заботу, она является символом стабильности и изобилия в материальном плане, физическом, финансовом. Она является воплощением материнской энергии, уюта, материального благополучия. Чаще всего она представляет собой женщину, либо аккуратную особу, аккуратную личность, которая заботится о доме, о семье, о финансах. Все это важно для человека, который может выступать под этой картой. Если говорить о 7 самых важных значениях этой карты, то чаще всего это забота, поддержка, материнство, как я уже сказал. Это практичность, в какие-то моменты прагматичность, да, такая сухая, если карта говорит о негативе ситуации, о негативе человека. Однако, королева Пентаклей, выпадающая в раскладе, говорит о том, что, возможно, вам попадется человек, который будет ощущаться вами как надежный, стабильный, постоянный, который не будет внезапно действовать как-то сумбурно, как-то непонятно, нелогично. По королеве Пентаклей всегда можно рассчитывать на определенного рода стабильность поведения. Если говорить еще об одном ощущении, которое дает эта карта, это изобилие, процветание и материальное благополучие, финансовое благополучие. Очень часто физическое здоровье, которое человек старается поддерживать скажем так, под постоянным контролем. Такая женщина, либо такой человек, такой мужчина, как правило, умеет вести хозяйство, умеет управлять бизнесом. Часто это не его личный бизнес. Очень часто королева помогает хозяину бизнеса, однако делает это порой не хуже самого хозяина, а то бывает, что и получше, как раз в силу своего прагматизма. Но это не значит, что она жадная. Да, она может быть прижимистой, если это работает, если это дает результат. Зачем тратить больше, если можно сэкономить? Экономия как бы важна, полезна всем. И когда вы прикидываете, сколько вы можете сэкономить на скидках, и понимаете, что вестись просто на скидки смысла нет, незачем покупать ненужную вещь, даже если там 50%, 70% скидка, то, скорее всего, вы чувствуете в себе королеву Пентаклей, которая обращает внимание на возможную выгоду, но подсчитывает деньги, которые, даже если это человек состоятельный, то он не транжира. Чаще всего он щедр,
гостеприимен, потому что понимает, что так положено, так принято, и это не просто проявление каких-то традиций, это логичная забота о тех, кто является твоим близким кругом. В общем и целом, очень часто королева Пентаклей является собой надежную, земную, в негативе приземленную женщину. Вот. Либо человека, который активно умеет работать со своими женскими качествами. Да, очень часто можно сказать, что это земная скучная женщина, приземленная, которая смотрит на какие-то реалии, на какую-то конкретику, на какие-то факты, вместо того, чтобы воспарить взором в небо и увидеть какие-то там перспективы. Зачем? Вот есть то, что есть, с тем, что есть, мы будем иметь дело. Вот когда как бы у нас будет что-то другое, тогда мы будем иметь дело с чем-то другим. У нее уже нет нужды действовать активно, в отличие от рыцарей, о которых мы говорили совсем недавно в предыдущем видео. Она скорее выжидает, и она умеет разумно, прагматично расходовать тот запас, который у нее есть, но более того, она умеет этот запас и восполнять тогда, когда к этому есть возможность. Королева Пентаклей отлично умеет откладывать. К сожалению, она отлично умеет откладывать и нежелательные жировые запасы, допустим. В этом тоже может проявляться ее значение. Часто в моих раскладах это опытная женщина, которая не будет торопиться с выводами. Очень часто это разведенная женщина, потому как опыт и выводы бывают и негативными. Очень часто это женщина, которая там родила одного-двух детей. Бывает такое, как бы женщина с определенным опытом со всех сторон, скажем так, прощупавшая жизнь. Вот. Можно ли сказать, что она скучная? Ну, если она ничего кроме этого не видит, да, она может быть скучной. Но это не значит, что она обязательно будет скучной. Не каждый приземленный, прагматичный человек бывает скучным. К таким людям мы обычно обращаемся за советом. А вот кто точно никогда не будет скучным, это королева жезлов. А вопрос в чатике. Королева Пентакли — это аналог императрицы, но она больше прагматичная, больше скрупулезная и более земная, приземленная. Я бы сказал, что императрица, она воплощает в себе всех королев вместе взятых. Да? То есть можно сказать, что каждая из королев немного императрица в своей стихии. А императрица включает в себя объединение всех этих самых стихий. В чатике спрашивают, чем ограничена во власти королева, иными словами, в чем принципиальное отличие королевы от короля, или только в пассивности и активности своих действий. Смотрите, дело в том, что король и обладает ситуацией, он является главным в ситуации, и распоряжается ей, этой ситуацией. А вот королева может только распоряжаться, может только участвовать в ситуации, но не сполна. То есть она как бы тоже главная, но у нее есть еще и как бы более высокий авторитет в любом деле. Есть что-то такое, что ее ограничивает. Вот короля ограничивает только он сам. Королеву ограничивает кто-то другой. Хотя можно сказать, что они оба являются, ну, скажем так, безраздельными владельцами той ситуации. Можно сравнить это как директор и главный бухгалтер. Один без другого справиться не может, но итоговое решение принимает всегда директор. Тем не менее, главный бухгалтер в своей сфере, да, имеет, скажем так, решающее, скажем так, мнение. Давайте поговорим про королеву жезлов. Королева жезлов, в отличие от королевы пентаклей, она воплощает не столько стабильность и прагматичность, сколько энергию, вот то самое желание, о котором я всегда стараюсь говорить. Когда люди говорят об энергиях, я обычно стараюсь напомнить, что энергия — это то, что заставляет нас действовать, то есть наше желание чаще всего. Королева жезлов — это харизма, уверенность в себе, независимость, потому как, проявляя свои желания, мы показываем то, что мы хотим, независимо от того, что хотят другие. Если пажам и рыцарям еще нужно отслеживать чужие желания, то королева скорее ставит свои во главу угла, понимая, что она еще не все может реализовать. Но тем не менее, она уже хозяйка своим желанием.
Она всегда готова к действию, она полна страсти, она вдохновляющая, яркая личность. Это прирожденный лидер и мотиватор. Если рыцарь жезлов действует активно и обращает на себя внимание, то королева жезлов является уже лидером, за ней уже начинают тянуться. Если рыцарем жезлов ты просто любуешься в том, как он активно действует, то королева жезлов заставляет уже тебя хотеть то, что хочет она. Не всегда это работает, потому как у нее нет полноты всей власти. Полнота всей власти есть только у короля. Но тем не менее, активное воздействие на ситуацию она оказывает. Почему? Чем же именно оказывает активное воздействие на ситуацию, на вас, на других людей королева жезлов? В первую очередь, проявлением уверенности в себе. Это то, что называется харизма. Это когда человек явно, ярко чего-то хочет, и мы это осознаем, мы это понимаем, и ничего не можем противопоставить, потому что это, скажем так, на 100% включенное обаяние. Обаяние привязано именно к проявлению желаний. Не путайте, пожалуйста, с эмоциональностью, потому что эмоциональность — это умение проявить свои эмоции. Ну, если говорить о королевах и о королях. А вот жезлы — это умение проявить свое желание. Чаще всего выражается это в энтузиазме, в оптимизме, в умении зародить желание в других людях. То есть то самое вдохновение, которое королева жезлов может вселить в собеседника, в участника ситуации. Однако лидерство, которое она демонстрирует, говорит о независимости этой личности. Предприимчивость — это та черта характера, которая наиболее склонна, наиболее естественна для людей, у которых хорошо развит энтузиазм, умение проявлять свои желания. Это часто творчество, часто артистичность, умение показать другим что-то в интересной, волнующей, разжигающей желание форме. Часто это самовыражение, потому как человек может отвязать себя от ситуации и начать создавать что-то свое, личное, не привязанное к желаниям других людей. Это человек, ориентированный на рост в первую очередь, и тут уже играет роль стихия. Стихия огня, жезлы — это динамика роста, развития желаний человека. Это тот самый аппетит, который мало того, что приходит во время еды, так начинает еще и расти. Это когда хочется больше и больше, и ты понимаешь, что в какой-то момент ты должен контролировать свои эмоции, свои желания, вернее, потому как, скажем так, никто, кроме тебя, не сможет, только если ты не столкнешься с каким-то более энергичным, более властным, страстным человеком. Можно сказать, что это страстная женская фигура, которая умеет добиваться своего именно по-женски. Не столько декларацией того, что ты должен хотеть, сколько разжиганием своего желания, и ты понимаешь, что ты сам начинаешь хотеть того, чего хочет королева жезлов. Можно сказать, что из всех придворных карт она самая манипуляционная. Манипуляция тут присутствует. Манипулирование желаниями других людей, воздействие на чужие желания — это основное качество королевы жезлов. Хорошо это или плохо? Ну, если желание хорошее, то это хорошо. Если вести людей к разумному, доброму, вечному, светлому, это, без сомнения, положительное качество. Но если ваши желания, скажем так, не так однозначны, да, то это скорее негатив. Умение захватить человека за его желание и тащить туда, куда хочется тебе, а не куда хочется другому человеку. В чате спрашивают, кто смотрел турецкий сериал «Великолепный век». Вот там просто очень четко и наглядно показано различие власти между императором и императрицей. Может быть, может быть. Я не специалист по турецким сериалам. Но да, власть королевы, она ограничена властью короля. Король может все, что угодно, но в силовом проявлении. Королева может как-то с чьей-то помощью реализовать свои желания, просто потому что она демонстрирует эти желания, и тут же находятся охотники, скажем так, помочь королеве с реализацией этого самого желания. Это страстная женская фигура, в первую очередь, надо помнить. В чатике спрашивают, королева жезлов — это муза и вдохновитель или интриганка-бунтарщица? А это одно и то же, если вы задумаетесь,
да, если к чему-то хорошему, как я уже сказал, да, она вдохновляет, но если к чему-то плохому, то она интригантка. Но тут скорее речь не о каких-то действиях, скорее о проявлении желаний. Окей, двигаемся дальше. За королевой жезлов у нас следует королева мечей. И вот там уже действительно интриги. Почему? Потому что королева мечей — это воплощение острого ума, независимости, как и все королевы проявляют склонность к независимости, хотя не могут уйти полностью от зависимости от королей. Однако королева мечей, она достаточно прямолинейна. Она умна, проницательна и не боится говорить правду, какой бы неудобной эта правда ни была. Часто представляет собой женщину с сильным характером, с таким холодным, да, разумным, логичным, которая прошла через многое и стала умнее, где-то мудрее. В первую очередь, королева жезлов отвечает за ясный ум, логику и объективность. Если вы будете задавать вопрос, что это за человек такой, это умный человек, логичный, умеющий думать и как бы умеющий рассматривать ситуацию не только с одной стороны. Как любая королева, как я уже сказал, это является... Королева мечей является символикой независимости и самостоятельности. Это такое общее как бы значение для всех королев. Однако королева мечей прямолинейна, честна и резко. Очень часто выступает резко. Резкость — это не обязательно положительное качество, да, бывает и негативно. Там, где нужно промолчать, королева мечей будет молчать только если она достаточно умна. Тем не менее, резкость может быть и без всякого ума. Она может посчитать, что если ситуация того требует, тут не до сюсюканий, надо сказать правду в лицо. Однако, положительная королева мечей — это мудрая, проницательная женщина, которая всегда думает перед тем, как сказать. Негативная королева мечей режет правду матку. Однако, за положительное качество королевы мечей отвечает умение отсечь лишнее. И тут все зависит от того, что вы отсекаете от своих действий. Эмоции, либо лишнюю информацию. Мудрая королева мечей отсечет вместе с эмоциями, которые она в любом случае будет отсекать, еще и часть лишней информации. Не очень умная отсечет только эмоции. И информацию вывалит как есть. Не боясь обидеть, не боясь зацепить, не боясь нанести психологическую, не побоюсь этого слова, травму. Почему? Потому что королева мечей умеет защитить свое. Это мое, значит это мое. Это я должна делать, это я не должна. Ничего личного, только логика бизнеса. Да? Если так надо, значит так надо. Дело чести, дело слова, дело долга. Да, это сильная волевая женщина. А в чем же минус этой карты? В том, что такие нравятся не всем. И это женщина, которая вместо того, чтобы действовать аккуратно, политично, мудро, она может действовать просто силой. Она может выражать несогласие. Чаще всего карта выпадает в ситуациях, где приходится выражать свое несогласие, даже если очень хочется промолчать, согласиться и вот это вот все. В чате спрашивают, выходит, королева мечей может быть и красноречивой, если этого требует ситуация? Если она хочет этого сама. Дело в том, что королевы и короли уже не так зависят от ситуации, как рыцари и пажи. Вот рыцарю надо было бы быть красноречивым, пажу пришлось бы быть красноречивым, а королева может быть красноречивой, а может сказать, да, мне в принципе плевать, что вы там думаете, да. Вот. И это ей часто прощается. Не прощает ей этого только король, то есть человек еще более логичный, еще более сильный, еще более волевой, нежели она сама. Вот такие дела. Юлия спрашивает, как будет действовать мужчина по королеве мечей? Ну, скажем так, пытаться отсекать лишние эмоции. Точно так же, как и король, только тут вы будете чувствовать, что мужчина по мечам, он однозначно сильный.
А мужчина, который действует по королеве мечей, он как бы что-то не договаривает. Он понимает, что еще не может полностью включить свою логику так, как ему хотелось бы. Он все еще ограничен чем-то в проявлении своей мужской там логики, мужского желания, мужского действия, мужских понятий. Королева всегда чувствует, что над ней есть еще как бы начальник. Королева может вовремя остановиться, а король, если, скажем так, не хочет, может и не останавливаться. Вот королеву еще остановить можно, короля невозможно. Насколько королева мечей сильная и независимая? Задают вопрос в чатике. Отвечаю. Королева мечей очень сильная, очень независимая. Но недостаточно, чтобы переплюнуть короля мечей. О королях мы будем говорить чуть-чуть попозже. Кстати, если вам интересно развитие идей всех карт, то я приглашаю вас на свой курс, который называется «Грамматика Таро». Вот, обычно он длится 3 месяца. В сентябре стартует очередной. Ну, в принципе, у нас все время идет какой-то поток обучения. Да, я все время обучаю людей. Если вам интересно, ссылочка есть в описании к этому видео. Там есть вся подробная информация о этом крайне полезном курсе. Глупый вопрос. Но все же, что женское есть в королеве мечей? А вы представьте себе сильную женщину. Вот это и есть королева мечей. Женщины же, они ж не только там ня-ня-ня, ню-ню-ню, такие тю-тю-тю-тю, да, они могут и как бы двинуть, если надо. Если доведете, да, если понимают, что это необходимо. Королева кубков. Ну, королева кубков более традиционная женщина в понимании, скажем так, каких-то таких гендерных стереотипов. О чем говорит обычно королева кубков? Королева кубков символизирует чаще всего в ситуации необходимость глубокой интуиции, нужность сострадания, необходимость разбудить, проявить в себе эти чувства, эмоциональную мудрость, уже не просто логичное понимание ситуации, а умение прочувствовать ситуацию скорее, ну и творчество, само собой, как все кубковые. Она эмпатична, она заботлива, она способна к абсолютно безусловной любви просто по факту своего существования. Очень часто является каким-нибудь целителем, вдохновителем, но не давлеет, не заставляет принимать свою религию, как, допустим, это может сделать король кубков. Если говорить о 7 самых важных значениях, это глубокая интуиция, проявленная в действиях какого-то конкретного человека. Это эмоциональная мудрость, которой обладает, в принципе, каждая женщина, если достаточное время будет прислушиваться к эмоциям внутри себя. Это то сострадание, эмпатия и та забота, которая отличает любую женщину от любого мужчины. Конечно, есть и мужчины-эмпаты, и женщины-логики, однако общая черта всех женщин — это умение в эмпатию. Ну и, соответственно, это все проявляется в виде заботы и сострадания. Это художественные способности, извините за опечатку в тексте. Это художественные способности, это богатый внутренний мир, как у всех кубков, он, несомненно, внутренний. Эмоции идут изнутри, а не снаружи. Королева кубков может иметь с ними дело практически наравне с королем. Однако она все еще, скажем так, ограничена какими-то рамками, которые на нее накладывает человек более ловко управляющий этими самыми эмоциями, в том числе и ее эмоциями тоже. Очень часто это женщина-ценитель, целитель, извините, которая высказывает поддержку вам, если она нужна. Та самая ваша подружка, с которой можно выпить винишко там в пятницу вечером на кухне и рассказать ей о всех своих бедах, и она не будет вас лечить и учить жизни, а скажет: да, там, Светка, тяжело, как я тебе сочувствую, как я тебя понимаю, и вот это вот все. Не потому, что она должна, а потому, что она может делать это очень хорошо. В этом плане как бы и Паш Кубков может проявить эмпатию, сочувствие, но королева делает это действительно с пользой, умея. Если речь идет о личных отношениях, королева Кубков часто является собой женщину любимую, которая умеет гармонизировать жизнь своего там избранника, избранницы, неважно, в наше время можно говорить партнера, да.
Как символика действия, как действовать по этой карте? Эмоционально. Это эмоциональное воздействие на своего партнера. Не логикой, а вот той самой поддержкой, эмпатией, чувствами, которыми королева умеет управлять. Она может скорректировать свой тон своего голоса, чтобы поддержать человека, либо наоборот вдохновить, если человек в этом нуждается. Минусы карты в чем? Казалось бы, кубковые, они такие прям, такие прекрасные, великолепные, хоть до раны прикладывай, да. Минусы есть и в кубковых картах, они эмпатичны, они эмоциональны, они высокодуховны, но часто слишком высокодуховны. Они слишком полагаются на свои эмоции, на подсознание, и очень часто отказываются от логики в угоду своим собственным чувствам. Это человек, которому объясняют, что ну ты же понимаешь, да, что он тебя не стоит. Она говорит, ну я понимаю, но тут дело такое, что вот как бы вот любовь есть любовь, не прикажешь, и вот это вот все. В чате спрашивают, королева кубков и романтичная? Без сомнения. Можно ли ее сравнить с Церцеей? До какой-то меры степени, да. Это как королева снадобий, любовного зелья и прочего всего такого. Это умение подчинить себе. Но положительная королева кубков, она управляет скорее живой водой. Она скорее очищает чувства другого человека и делает это абсолютно сознательно. Королева Пентакли мне напомнила императрицу, а королева кубков — верховную жрицу. Ну, просто потому, что королева кубков, она управляет водной стихией, но не полностью. Она как бы находится в этой водной стихии. Верховная жрица, она работает с этой водной стихией, она символика подсознания в каком-то аспекте, скрытности, да, вот это все то, что отвечает за эмоциональный фон тоже. Что-то в этом есть. Но это недостаточно прямые параллели. Чем тогда отличается от королевы жезла в плане хитрости? Потому что тут разные вещи. Дело в том, что достижение своей цели может быть одинаковым и у одной, и у другой королевы. Тут идет речь о средствах. Королева жезлов работает с помощью желаний, демонстрации своих желаний, а королева кубков демонстрирует свои эмоции. Желание она может не проявлять, она может не говорить, не демонстрировать, чего она хочет. А вот эмоцию она подаст так, что ты сам будешь понимать, чего она хочет, даже если она там это желание не выразила. Нужно четко отделять эмоции от желаний. Ольга спрашивает, королева кубков зависима от чужого мнения? Только от мнения того, кто более эмоционален. Да? То есть тот самый король кубков, который является собой абсолютно полный контроль над своими эмоциями, да, может переплюнуть королеву кубков. Еще слышал, пишут в чатике, что ее сравнивают с Гекатой. Ну, потому что она держит чашу, поэтому и сравнивают. Геката — это негативная эмоция, это умение внести яд внутрь, да. Королева кубков, ну, в каком-то аспекте, в негативном, она тоже Геката. Однако, как бы, как я уже сказал, вода может быть как мертвой, так и живой. Она капризная, если ей это выгодно. Светлана пишет, то есть, если отрицательные смыслы придворных карт, то это слишком. Слишком — это хорошо подходящее слово ко всем отрицательным значениям карт. Вот такие дела, такие пироги. Окей, добренько. Напоминаю о крайней желательности лайков, комментариев и прочих других способов поддержки канала. А мы с вами с королевами на этом закончим и будем потихонечку двигаться к королям всех мастей.